Всем доброй ночи. Дорогие друзья, в этом мире каждая женщина стремится стать матерью. Она считает, что это ее главная функция в этом мире. Может быть, она права. Есть женщины, которые не считают, что самая главная функция в их жизни – это просто родить ребенка. Но со временем приходит осознание, что эту любовь, этот опыт, эти знания хочется кому-то передать, кому-то оставить. И тогда приходит желание родить ребенка. Из-за экологии, из-за многих других проблем, а также из-за того, что на женщину может быть наведено что-то такое не очень хорошее, не очень светлое, многие женщины лишаются этой возможности родить ребенка. Вроде бы врачи говорят, что все в порядке, что нет никаких проблем для этого. Но она не может, не получается. Может ли ведьма помочь в этом случае женщине? Может. На моей практике, как ни странно, помощь женщинам родить ребенка как-то получается очень неплохо. С десяток точно есть за последние годы женщин, которые родили. Я помню, когда одна с роддомом мне звонила прямо оттуда и так кричала в трубку, что благодарит меня за сына. Я просто подумала, что, наверное, медсестры рядом стоящие не совсем поняли, что это означает. Но она была счастлива. Бывает иногда, что семья мужчины, скажем, не желая видеть ее рядом с сыном, надеется, что у них не будет ребенка, значит, брак распадется, значит, они не будут вместе, и когда-нибудь они сами выберут ему жену, такую, которая им по душе, и связывают ее материнство. Есть такие ритуалы. Бывает, что женщины из прошлого мстят, желая причинить боль мужчине, который их бросил, который причинил им боль. Женщина вообще коварна. Если мужчина идет, дает в рожу, женщина может много лет молча просто никак не проявить себя, но потом так отомстить, что мужчина даже не поймет, с какой стороны ветер дует. Так вот, есть различные причины, начиная от помех в здоровье, заканчивая связыванием материнства, наведением всякого-всякого, что мешает впоследствии родить ребенка. Есть у меня такой ритуал открытие материнства или призыв ребенка от бесплодия. Есть много других ритуалов. Так вот, как делается? Для начала ведьма должна убрать то препятствие, которое мешает родить ребенка. Если это наведенное, если врачи уже сделали все, что возможно, и не могут люди иметь ребенка, значит, эта причина кроется в более глубоких таких дебрях. Сначала нужно снять с человека порчу, проклятие, то, что наведено. Потом снять именно связанное материнство, то есть разрубить вот это, открыть материнство у женщины. Потом призвать душу для того, чтобы эта душа пришла и стала ребенком для этой женщины. Ребенок, которого просит ведьма, необычный. Рождаются талантливые дети. Впрочем, хочу сказать, что после первого выпрошенного ребенка может родиться и второй ребенок и так далее. То есть открывается материнство, а следующие дети уже знаете так, грубо говоря, дело техники. Далее они уже рождаются. Но первый ребенок, выпрошенный, прошенный, да, прошенная душа, она именно
просится ведьма, и просится душа чистая, душа благородная. Такие дети, они необычные. Они не такие, как все. Им дано очень много талантов. Потому что их попросили в этот мир люди, которые сами избраны для того, чтобы просить такое, иметь право. Не каждая ведьма способна открыть материнство. Я помню женщину, она, по-моему, в Германии сейчас живет. Ей 43 было, когда она родила. Она объехала по Казахстану всех целителей, кого возможно. Потеряла полностью надежду. Мы решили попробовать. Она особых иллюзий не питала, потому что, видимо, много раз уже было. Родила дочь у нее. Если у нее будет желание, она напишет. Хотя давно знаю, что не заходит ВКонтакте, она есть у меня. И то ли есть в друзьях, то ли мы переписывались. Давно туда не заходила. Есть еще один ритуал, который могут совершить простые женщины, но только после того, как с ними поработала ведьма. Если они сами совершат, в лучшем случае у них ничего не получится, в худшем случае они будут за это наказаны вечным бесплодием. Так что имейте в виду, те женщины, которые, знаете, которым в одно ухо влезло, в другое вылезло, когда я говорю одно, они, не дослушав, делают, потом спрашивают, а правда, а она нам нельзя была, вот я вот как-то не так поняла. Да все вы поняли прекрасно, просто вы подумали, ну, авось пронесет. Откуда она знает, сделаю я или не сделаю? Я, конечно, не знаю, но если человек вам говорит, это не потому, что я такая жадная, я хочу вот одна делать, чтобы никто... А потому что есть вещи, которые вам просто не разрешено и не позволено. Когда мне начинают говорить, а можно вот ритуал порчи, который для всех, мне хочется этому человеку просто шлепнуть по губам. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Для всех. Вы знаете, одно дело, когда врач дает рекомендации, какой водой или какой смесью можно прополоскать рот после того, как удалили зуб. Да? Другое дело, когда он удаляет зуб или лечит. То есть есть вещи, которые он делает, а есть то, что ты можешь дополнительно это сделать. Прополоскать ротик, но никак не удалить зуб. А можно ли специальные инструменты, чтобы в домашних условиях удаляли себе зубы? Возможно ли такое? Нет, потому что на это нужно учиться. Вот то же самое, когда вы... А вот есть вот такой же ритуал для всех. Ну что за идиотизм? Если я даю ритуал для всех, это не потому, что вот этот можно такой же для практиков, а это... Есть вещи, которые должны делать только практики. Есть вещи, которые можно дать и простому человеку. Например, вызов денег, просьба о защите и так далее. И то отданные профессионалам, чтобы человек не накосячил какую-то ерунду, фигню не сварганил, а именно сказал то, что надо, как надо, и вызвал ту силу, которая нужна. Поэтому сейчас дело касается того ритуала, о котором я предупреждаю. Этот ритуал можно совершить только после того, как практикующий человек снял с вас сначала то, что вам навели, потом снял с вас связанное материнство, попросил за вас, вызвал душу, которая придет и станет вам ребенком, а в итоге в конце заключительный этап, чтобы усилить это все, приблизить это все, чтобы уже ваша просьба дошла до тех сфер, потому что тут человек, который это проводит, для нее это работа, для вас это смысл жизни. И чтобы вот вы достучались, вы еще сказали свое слово окончательно, да, можно сделать это уже простой женщине только после работы практика. Повторяю, если вы сами возьметесь это сделать, вы можете больше никогда не родить, и никто вам материнство не откроет. Потому что до того, как посметь сделать такое, нужно, чтобы для вас эта дорога была открыта, понимаете? Эту дорогу открыть, вот как ледокол Арктика открывает дорогу, да, по льду,
а сзади уже идут корабли. Если они пойдут первыми, они наткнутся на айсберг, а значит продырявятся, а значит уйдут на дно. То же самое. Вот когда это Арктика, ледокол, то есть та самая ведьма пробьет вам путь, дорогу, попросит за вас, предупредит и скажет, что вы будете просить об этом, после вы можете идти и попросить только после того, как она вам скажет. Вот теперь, вот в такой-то день можешь собраться, идти и сделать. Итак, это взято из древней славянской традиции. Мало где об этом сказано, но я составила, взяв за основу эту традицию, ритуал открытия материнства и выпрашивания для себя ребенка. Я уже говорила, что вода, которая протекает, то есть река, символизирует жизнь. Поэтому говорят, река жизни, да, вечное движение, судьба. Отдают реке то-то, отдают тут движение, двигающаяся вода. Та, которая вечна, ведь река протекает через преисподнюю, из-под землю, да, потом поднимается вверх, потому что испаряется, оттуда идут дожди, осадки, через осадки горы, или там, если это степь, просто степь, она получается как маленький ручеек, дальше расширяется, а потом притоки, становится рекой и так далее. То есть река всюду побывала. Она протекает сквозь века, сквозь тысячелетия, сквозь царство мертвых и живых. И она имеет взаимодействие, поскольку вода имеет память, вода может быть заряжена какой-то энергетикой, вода может унести человеческие мысли и принести им то, что они просят. Вот поэтому обращение к реке. Что нужно вам делать? Вам нужно сшить самим куклу. Только не рисовать на этой кукле ни глаз, то есть без лица должна быть кукла. У куклы не должно быть никаких черт лица. Вы должны сшивать куклу. Итак, что для этого нужно? Для этого вам нужно будет взять 3 цвета ткани. Красная ткань, белая ткань и синяя ткань. И 3 цвета нити. Красная, синяя и белая. Любую из этих нитей можете взять и любой сшить вот все эти из этих тканей куклу. Главное, чтобы она была похожа на человека. Можете просто срезать, да, человеческую фигурку, запихать туда, скажем, вату и шить. Можете там тряпки понапихать, но самое главное, что должно быть только 3 цвета там присутствует. Красный, белый и синий. Шить похоже на ребенка, на человечка. Там не обязательно вы не Сальваторе Дали и не Микеланджело. Вам не нужно создавать какую-то идеальную там форму человека. Просто руки, ноги, голова и так далее. Шьем куклу. В кукле должны быть 3 камня. Можете найти, заказать. Они не такая уж прям редкость сейчас в данный момент. Бирюза, горный хрусталь и аметист. Маленькие камни, не огромные, чтобы они поместились. И золотое колечко. Любого типа. Не очень дорогое, не обязательно, но не очень дешевое, не старое, не растрепанное, не сломленное колечко. То есть 3 цвета. Красный, белый, синий. 3 камня, бирюза, горный хрусталь и аметист. И золотое колечко. И шьем куклу. Это настолько сильная вещь. И так быстро она срабатывает, что женщины удивляются. Но она срабатывает только после работы ведьмы. Еще раз повторяю, на всякий случай. Пока вы шьете, вот сколько времени надо будет шить, час, 2, 3, сколько там у вас потребуется, как начнете шить, говорите вот это заклинание. Шью, зашиваю кукольное дитя. Дитя отдам матушке реке, получу я то,
что хочу, что прошу. Ведьма научила, благословила, а духи мне в помощь. Духов прошу, заклинаю, пусть они мне помогают. Опять. Шью, зашиваю кукольное дитя. Дитя отдам матушке реке. Получу я то, что хочу, да что прошу. И так вот по кругу. До того момента, пока вы не зашьете. Вот этот заговор читать. Когда вы зашили, берете, записала специально, чтобы не забыть. 7 свечей, обычные свечи, восковые, можете церковные взять. Черный хлеб кусок. 7 монет. Идете к реке. Куклу отдаете реке. Читайте это 7 раз. Пока кукла уходит, даже когда она уйдет, ничего страшного, вы дочитайте 7 раз. О, река-матушка, ты протекаешь с небес на землю, с преисподней на свет солнца. Вечная река-матушка, сквозь века проходишь, сквозь мир мертвых к миру живых. Благослови меня на материнство. 3 священных камня и круг золотой тебе в дар. Бери, река, прими, река, дитя руками созданное, а взамен мне дай дитя из моей плоти и моей крови. Душа придет, мне сыном, али дочерью станет. Бери, река, матушка, дитя руками созданное, а взамен мне дай дитя из моей плоти и моей крови. Да дойдет мое слово через волны речные к миру духов и исполнится. Когда вы 7 раз это прочитали, в конце, вот сколько вам лет, 23, 40, столько раз читайте следующее. И кто же поднимается по нашей свече вверху вниз? Заметили? В конце читайте столько, сколько вам лет, по числу ваших лет. Амхара, Мхара, Истара, Аше. Еще раз. Амхара, Мхара, Истара, Аше. Говорите это. Ставите на берегу реки 7 свечей по кругу. Значит, черный хлеб ложите посредине круга, зажигайте эти свечи, оставляйте 7 монет и говорите: да сбудется. Оно будет гореть, а вы отвернулись и ушли. И через некоторое время вы забеременеете и родите ребенка. Даже если врачи вам говорили, что это невероятно, нереально, такого быть не может, вы родите ребенка. Я говорю это, потому что рожали такие женщины, у которых такой был изгиб матки, что им говорили, даже искусственно вас оплодотворить невозможно. А они рожали. Даже те, у которых матка была не развита, вот как детская, маленькая, там разные всякие есть определения. Они тоже рожали. Но, повторяю еще раз для особо умных женщин, если вы сами, без того, что ведьма раскрыла вам, пойдете сделаете, вы себя обречете на вечное бесплодие. Запомните это. Это не из-за жадности и алчности делается, а потому что есть такой момент. Сначала она должна за вас попросить, открыть эту дорогу, дать вам разрешение, позволить, предупредить эту силу, что вы будете просить, и после вы идете это делаете. Если вы самоуверенно возьметесь и сделаете, пеняйте на себя. Всем удачи!